Сегодня фильм «Мой лучший любовник», 2005 год, автор сценария и режиссер Бен Янгер. В ролях Ума Турман, Брайан Гринберг, Мэрил Стрип. Бюджет 22, сборы $67,9 миллионов. Сюжет. Рафи, 37 лет, недавно развелась, работает в индустрии моды. Дэвид, 23 года, не определился с местом в жизни. Еврейские родители хотят, чтобы он стал адвокатом, врачом, но Дэвид увлекается живописью. Разница в возрасте 14 лет. После развода Рафи посещает психотерапевта, которая оказалась матерью Дэвида. Итак, Рафи и Дэвид случайно познакомились, завязались отношения. Конечно же, разница в возрасте смущала Рафи, но не Дэвида. Рафи изливала душу психотерапевту про их отношения с молодым любовником, пока психотерапевт не поняла, что речь идет о ее сыне. Да, и еще после развода с мужем Рафи очень захотелось родить ребенка. Ну, что тут сказать? С одной стороны, подумаешь, разница в возрасте. Рафи работающая и имеющая квартиру в Нью-Йорке, эффектная, стильная, привлекательная блондинка. И Дэвид молодой, здоровый, начинающий, но талантливый художник, как выяснится впоследствии, тоже довольно привлекательный, находящийся под сильным влиянием своей еврейской семьи, но пытающийся вырваться из-под опеки. То есть никаких преград для романтических отношений нет. Но с другой стороны, Рафи 37, и ей хочется иметь ребенка. А сделать отцом 23-летнего Дэвида, при том, что семья Дэвида не в восторге от этих отношений, Рафи не могла. Рафи свела Дэвида с нужным человеком, который купил 2 картины по $1000 и пообещал помочь с выставкой, после чего Дэвид окончательно определился с выбором профессии. Но жизнь – это не только яркие вспышки, но и каждодневные дурацкие эпизоды. Например, Рафи приходит вечером, уставшая с работы, дома беспорядок, и вид заспанного Дэвида, который весь день провалялся в кровати, совсем ее не радует. Или, придя домой, она обнаруживает выходящего из шкафа приятеля Дэвида, которого Дэвид прячет в шкафу, боясь гнева Рафи. Но самое ужасное – это то, что во время размолвки Дэвид переспал с девушкой-коллегой Рафи, причем совершенно не желая этого, и сильно жалея, что это произошло. Конечно, их влекло друг к другу. Раздельное существование во время ссор не приносило им радости, но и совместная реальность была какой-то бесперспективной. В финале Дэвид просит маму принять Рафи на День Благодарения, объясняя это тем, что Рафи скучает по психотерапевту, и мать приглашает ее на ужин. Но на ужине вопрос бабушки Дэвида, собирается ли Рафи принять иудаизм, застает ее врасплох. А ужас на лице матери, когда Рафи заикнулась о детях от Дэвида, становится понятно, что благоприятного финала у этих отношений не будет. И совсем в финале прошло какое-то время, и Дэвид с другом идут по заснеженной улице, и Дэйв вспоминает, что забыл в баре шапку. Он возвращается, застает там Рафи, незамеченным выбегает из бара и как-то по-детски вытирает заснеженное остекление в двери и смотрит на Рафи. Она оборачивается, их взгляды встречаются. Ничего, кроме любви, теплоты и сожаления, я не увидела во взгляде Рафи. Вроде все закономерно, но почему-то очень грустно. Лично мое мнение, что в подобные отношения лучше не вступать совсем, потому что женщину, особенно неуверенную в себе, будет всегда тяготить это старшинство, а так как всех беспокоит будущее, то осознание, что время работает против тебя и что ты состаришься быстрее, чем твой молодой партнер, и он будет искать утешение на стороне и в конце концов уйдет к молодой, просто вгонит тебя в гроб раньше времени. Я почему-то недавно вспоминала про группу Абба. Мужчины выглядят замечательно, а женщины, мягко говоря, не очень, хотя они все ровесники. Одна солистка моложе всех на 5 лет. Это все при том, что у них были возможности следить за своей внешностью. Что касается разновозрастных отношений, не исключаю, что каждый случай все-таки индивидуален. Хорошие актеры, немножко комедии, немножко драмы, немножко романтики и грусти. В меру узнаваемый и, на мой взгляд, отличный фильм. Я очень часто пересматриваю его. Мне очень нравится Ума Турман. Жаль, что они расстались с Итаном Хоуком, но сейчас вроде она влюблена в архитектора. На сегодня все. Всем пока.